Всем привет, с вами Дэн, и знаете, такой обзор ностальгия, потому что сегодня Tecne, шведский бренд, существует с 2007 года, а я в 2013 году сделал на них обзор, модель была Tecne Harrier. Один из первых обзоров тогда был на сайте еще тогда. Вот, взял интервью у основателя, которого зовут Фрэнк, поговорили мы с ним довольно детально. В общем, интересный бренд, который давным-давно появился, один из таких вот первых микробрендов, и я недавно их нашел, как-то что-то взгляд упал, увидел, что они существуют, что они выпускают часы, и стало интересно что-нибудь взять, вспомнить, что называется, да, как это давно было, 2013 год, уже 13 лет назад, вспомнить, вам показать и поностальгировать. Вот, здесь, значит... Вот такие вот, немножко упаковка у него поменялась, но очень много детализации в стиле таких старых инструкций. Тщательность, помню, что вот Фрэнк, он очень-очень такой, очень дотошный человек, и под милитари стилистику все это вот у него всегда выпускалось, и я смотрю, оно примерно так и осталось. Ну, прикольно, прикольно. Сделано в Гонконге. Разработана в Швейцарии. Ну, а сама фирма у него находится в, как я уже сказал, Швеции. В Швеции. Один из первых, кстати, наряду с Бертуччи стал поставлять часы с выдвинутой заводной головкой на фиксаторе, чтобы не разряжался. И смотрю, здесь вот так же по-прежнему сделано. Короче, прикольно. Техния, ой, сколько лет прошло. Ну, это круто. Так, значит, а здесь у нас вот такая их базовая, одна из самых простых моделей, которая называется Техне Мерлин, да, кварцевый такой классический пилот, ритейл у них $175, но можно взять подешевле. Внутри Miyota 1245 японская стоит, сталь 316L, давайте сейчас посмотрим. Уж показалось, что ушки тут цельные. Нет. Кстати, Made in China все честно пишет. Класс, молодец. Молодец, ничего не скрывает. Как многие. О, так, значит, что здесь? Ну, японский механизм, водозащита 50 метров. И, как и было и тогда, очень много деталей и очень честно заявляется о том, где что сделано. За это мой респект, потому что все понимают, все делают там, что называется, в Поднебесной, но обычно начинается вот это вот там, да, мы там в Германии дизайн сделали, собрали там где-нибудь под Шэньчжэнем, но напишем обязательно, что это где-нибудь в Подмосковье, ну и так далее. Ну, сами все знаете. Здесь все честно, это круто. Значит, сталь 316L, а по диаметру здесь 39,5 на 11, но здесь купольное стекло, закаленная минералка. Опять же, у нас милитари стилистика, поэтому здесь только минералка, либо только акрил старый добрый. Сапфир на такие часы, как вы понимаете, для милитари целей не ставится. Он слишком хрупкий. А красивые стекла нам, что называется, в полях и не нужны. Да, 39,8 даже я насчитал. И мне интересно, сколько от ушка до ушка. База тут подойдет 20. Да, в принципе, можно сторонние ремешки ставить. И от ушка до ушка 47. 47, да, и вот она заглушечка-то, опа, и выкинем ее. И вот такая луковичная заводная головонька. Чего? Ронда в метки попадает? Это не Ронда, это Miyota. Фу, я уж подумал, что что-то мир это изменился. Волк в лесу издох там и все такое. Нет, это Miyota. Miyota попадает. Не, Ронда не попадает. Ну, короче... Шикардос. Люминофор здесь есть. И... Блин, ну меня прям ностальгия захватила, потому что логотип тот же. Вот эти вот печатные метки, стилистика, стилизация, милитари стиль, опять же. Первые часы, которые я показывал Техне, это были пилоты. А здесь... Ну, здесь тоже пилоты, в принципе, такие немножечко под винтажик. И вот эти вот кафедральные стрелочки здесь. Мой красиво. Малая секундная стрелка. Блин, прикольно. О, тут еще такая вот, как у Ролекса, прям сил, да, печать. Ну, круто. Слушайте, но
Не знаю, как вы, я вот, меня поглотила ностальгия, поэтому вот так вот. 52 грамма. 52 грамма. Кстати, я вот говорил вначале про Бертуччи, да, что вот они вот так стали, да, по заводной головке работать. И, в принципе, ценовая категория у них плюс-минус похожая. То есть Бертуччи там можно подешевле, да, взять, чем их, ну, правда, их не особо там, может, долларов на 5, а техни иногда можно прилично подешевле найти. Если говорить не про модели текущего, да, года, а, например, прошлого года. И приятно все сделано, приятно сделано, и вот как-то они мне перекликаются. Я вам скажу, что в отличие от Бертуччи, конечно, качество сатинирования, ну, здесь на порядок лучше. Здесь на порядок лучше, очень круто. Вот посмотрите, давайте сейчас сразу прям посмотрим, да, макро такой сделан. Да, да, нет, ну здесь сильно лучше, чем у Бертуччи. Понятно, Бертуччи стиль такой, что как бы нам пофиг, мы милитари часы, мы поставляемся, да, там всякие спецслужбы и фанатам. Но здесь приятненько, за свои деньги окей, прям очень даже окей. К тому же, ну, опять же, мы говорим с вами милитари моделька. Ну, в стилистике милитари хорошо, кому как. Но приятненько, но очень приятненько сделано. По канонам, что называется, а? Хорошо, Фрэнк красавчик, а? И мне нравится с оранжевым. С оранжевым красиво, там много разных ремешков. Оранжевый, он просто такой яркий, позитивный, сочный, летний, ну или мандарины, да. На Новый год можно тоже такие надеть. Собственно, почему нет? Мне нравится дизайн, мне нравится стиль, мне нравится, собственно, что эти часы были одними из первых на обзоре на Гитате, поэтому как бы, я в них минусов не вижу. Ритейл окей, завышенный, но если их брать подешевле, то это шикарно, Надо еще на запястье приложить. Опа, мое запястье 18,5, и вот она какая у нас посадочка-то, а? Вот она какая посадочка. Ну, красивенько, симпатично. Конечно, по канонам, наверное, здесь нужно поставить что-нибудь кожаное, да, или натовский ремешок, может, там, зелененький, да, может быть, песчаный, может быть, серенький какой-то, оранжевый, может, слишком позитивно, но мне нравится на оранжевом. Напишите, как вам. И, кстати, напишите обязательно, кто вот смотрит этот ролик и кто видел, тот читал обзор еще на сайте Гитат, потому что, по-моему, этого видео не было. Тогда я еще видео не снимал даже в 2013 году. По-моему, такого, да, тогда не было видео. Первое видео было про Сигал вообще на канале. А на сайте этот обзор был полноценный, причем первый взгляд, а потом уже, когда я их поносил где-то полгодика, я отснял полный обзор. Поэтому напишите обязательно, кто помнит тот обзор, кто помнит техно, это будет круто, прям супер лайк от меня, очень будет интересно. В общем, вот такой вот у нас видос, приятные часы, приятный стиль, приятная история, уже достаточно длинная она у техни, один из таких первых микробрендов тогда еще был, поэтому это круто. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.